Однажды холодным пятничным утром Джейк отвел свою дочь Эмили в гостиную и сделал с ней нечто удивительное. Однако он не знал, что там была камера. Когда его жена Сара проверила камеру ночью, она не поверила своим глазам. Она разрыдалась. Когда это видео с Джейком и его дочерью стало популярным, люди отреагировали на него по-разному. Многие плакали, некоторые были шокированы, а другие потеряли дар речи. «Это заставило меня расплакаться. Я никогда больше не буду это смотреть», — написал кто-то в комментариях. Самое удивительное, что эта история произошла сразу после пугающего инцидента, который чуть не разлучил родителей Эмили. За несколько недель до того, как Джейк застукали за каким-то занятием со своей дочерью, он вернулся с работы раньше обычного и направился прямо в комнату Сары. «Дорогая, ты рано вернулась?» – спросила она, однако встретила холодный взгляд. Она никогда не видела такого выражения в глазах Джейка, и это напугало ее до глубины души. Джейк выглядел ужасно. На нем не было галстука, и он так и не снял его, пока не вернулся домой. Его глаза были налиты кровью, как будто он проплакал весь день. Хуже того, от него пахло алкоголем. Сара знала, что Джейк, за которого она вышла замуж, никогда не стал бы пить и садиться за руль. Значит, что-то было не так. Действительно не так. «Почему?» Наконец нарушил молчание Джейк и с трясущимся голосом произнес: «Сара, зачем ты это сделала?» Сара была сбита с толку. Она подошла к Джейку и попыталась обнять его, но он остановил ее. Сара была потрясена. Джейк никогда так с ней не обращался. Однако вместо того, чтобы рассказать ей, в чем проблема, Джейк пошел в комнату Эмили, где она спала в своей кроватке. «Ты моя. Я тебя так люблю. Я не могу без тебя», – произнес он спящей Эмили, и слезы потекли из его глаз. Сара пыталась разговорить Джейка, но он молчал. Он не стал ужинать и лег спать раньше обычного. Всю ночь он ворочался на кровати, не находя себе места. Она тоже не могла уснуть. В конце концов Джейку удалось задремать на несколько минут, но внезапно он проснулся с криком: «Эмили!» «Ладно, на этом все», — огрызнулась Сара. Она устала от игры в ожидание. Джейку нужно было рассказать ей, в чем проблема. Разозлившись, она разбудила его. «Ты ведешь себя странно с тех пор, как вернулся с работы, но ничего не сказал. Это сводит меня с ума», — сердито сказала она. То, что она услышала дальше, заставило ее замереть. Джейк сел на кровать, запустил пальцы в волосы и закричал: «Чарльз вчера приходил ко мне в офис. Он сказал, что Эмили не моя, а его...» «Что?» – запнулась Сара. Чарльз был первой любовью Сары и ее давним бойфрендом. «Нет, нет, Чарльз лжет. Мне нужно, чтобы ты доверял мне», – ответила она дрожащим голосом. «Я действительно хочу, но помоги мне понять», – произнес Джейк, и затем он попросил телефон Сары. Она передала ему телефон, и Джейк проверил журнал ее звонков, который показал, что за последние 7 дней она получила около 10 звонков от Чарльза, и она также звонила ему полдюжины раз. «Вы разговаривали с ним за моей спиной. Все, что он сказал, правда?» Вопросительно взглянул он на женщину, которую любил всем сердцем. «Почему ты снова с ним разговаривала, и почему не сказала мне? Мы никогда ничего не скрываем друг от друга», – спокойно произнес Джейк. «Я знаю, что ты борешься за повышение по службе, и тебе нужно быть в хорошем настроении. Я не хотела тебя беспокоить. Я бы никогда не сделала ничего, что могло бы причинить тебе боль», – сказала она, а затем продолжила рассказывать Джейку о том, как Чарльз внезапно начал звонить ей в последние несколько дней, умоляя ее вернуться в его жизнь, а она отвечала на его звонки только для того, чтобы попросить его держаться подальше, поскольку она счастлива в браке. Пока она все это объясняла, Джейк внезапно вскочил с кровати, открыл шкаф и достал сумку, которую брал с собой на работу накануне. Он открыл ее и достал конверт. «Я бы очень хотел доверять тебе, Сара, но все это сводит меня с ума. Хорошо, я понимаю причину, но как ты это объяснишь?» – спокойно сказал он
и высыпал содержимое конверта на кровать. Когда Сара увидела, что лежит на кровати, у нее подкосились ноги, и она упала. В конверте были фотографии Сары и Чарльза в гостиничном номере. Судя по датам на фотографиях, они были сделаны за неделю до свадьбы Джейка и Сары. «Что ты можешь сказать? Просто скажи мне правду, и я прощу тебя. Я так сильно люблю тебя, Сара, несмотря ни на что», произнес Джейк спокойным тоном. Обливаясь слезами, Сара объяснила, что действительно встречалась с Чарльзом за неделю до их свадьбы. «Он угрожал лишить меня жизни, если я откажусь встретиться с ним. Мы встретились в баре отеля, но Чарльз пожаловался, что у него внезапно закружилась голова, и ему нужно отдохнуть. Поэтому я пошла с ним. Правда в том, что часть меня тоже чувствовала вину за то, что бросила его. Я считала его своей второй половинкой, пока не встретила тебя. Я также пришла туда, чтобы извиниться перед Чарльзом за то, что причинила ему боль. Я бросила его ради тебя и чувствовала себя виноватой из-за этого. Доверься мне. Ничего не произошло. Клянусь своей жизнью. Мне жаль. Я скрывала это от тебя. Я должна была сказать тебе. Эмили твоя. Между Чарльзом и мной ничего не было», — зарыдала Сара. Джейк оказался в затруднительном положении. Чарльз даже уговорил его пройти тест ДНК, и вот теперь Сара заявляет, что Эмили принадлежит ему. Несмотря на все это, Джейку было невыносимо видеть, как Сара плачет, поэтому он придвинулся к ней поближе и обнял. Затем он попросил ее перестать плакать и сказал, что все будет хорошо. Но на самом деле все было не так хорошо. Пара немного отдалилась друг от друга. Джейк не хотел проходить тест, но он знал, что это единственный способ разрешить ситуацию, которая вот-вот разрушит его брак, поэтому он пошел на это. Однако, ожидая результатов анализа ДНК, Джейк продолжал стараться быть любящим мужем. Он заверил Сару, что любит ее независимо от исхода дела. Что касается Сары, то она постоянно корила себя за то, что скрывала от мужа важную информацию. Неделю спустя пара смотрела телевизор, когда телефон Джейка внезапно запищал. Это было электронное письмо. Как только Джейк прочитал это, телефон выпал у него из рук, а из глаз потекли слезы. Сара даже не потрудилась спросить его, о чем было письмо. Она знала, что в нем содержится. Поэтому она подбежала прямо к Джейку, заключила его в объятия, и они поцеловались так, словно это был их первый поцелуй. Они вложили в этот поцелуй много страсти. Джейк чувствовал себя виноватым из-за того, что какая-то его часть сомневалась в своей жене. Но, учитывая все эти доказательства, кто бы на его месте не усомнился. Что касается Сары, она чувствовала, что ничего этого не случилось бы, если бы она не скрыла от Джейка инцидент с встречей с Чарльзом и их недавним общением. На следующий день после того, как анализ ДНК подтвердил, что Эмили – дочь Джейка, Сара отправилась в супермаркет за продуктами. Она отсутствовала около часа, и именно тогда Джейк сделал со своей дочерью нечто совершенно неожиданное. Недавно Сара установила камеры по всему дому, чтобы следить за передвижениями Эмили, поскольку та была гиперактивным ребенком. Сара не проверяла камеру, пока не легла спать. Джейк спал рядом с ней, и поскольку ей еще не хотелось спать, она решила посмотреть в камеру, чем занимаются Джейк и Эмили, пока она на улице. План состоял в том, чтобы хорошенько посмеяться и отправиться спать. Она и не подозревала, что будет плакать. Когда Сара включила камеру и нажала на воспроизведение, она услышала громкий плач Эмили. Затем она увидела, как Джейк встает с дивана в гостиной и направляется в спальню Эмили. Она слышала, как он что-то напевает ей, но девочка продолжала плакать. Несколько минут спустя камера показала, как Джейк возвращается в гостиную с Эмили на руках. Он поставил ее на пол, а затем пошел включить музыку. Когда заиграла музыка, Джейк начал танцевать. Видя, что все его попытки успокоить дочь не увенчались успехом,
Он решил сделать что-нибудь креативное и забавное, просто чтобы поднять дочери настроение. Сначала Эмили просто смотрела на своего отца, но его танцевальные движения были такими забавными, что Эмили, которая до этого плакала, начала смеяться. Но то, что малышка сделала дальше, растрогало Сару до слез. Эмили тоже начала копировать движения своего отца, и вскоре они уже танцевали, обнимая друг друга и смеясь. Это было настолько красивое и эмоциональное зрелище, что Сара не смогла сдержать слез. Она видела, как сильно Джейк любил Эмили, и для него было бы невыносимо, если бы выяснилось, что она не его биологическая дочь. Но, несмотря на это, она знала, что он все равно любил бы ее по-прежнему. Посмотрев видео, Сара придвинулась к Джейку и поцеловала его. «Спасибо тебе за терпение и доброту. Мы с Эмили очень тебя любим. Ты хороший человек». Возможно, Джейк услышал ее во сне, потому что повернулся к ней лицом и прошептал: «Я люблю тебя еще больше», прежде чем снова захрапеть. Позже на той же неделе пара получила судебный запрет, требующий, чтобы Чарльз держался от них подальше. Это лишний раз доказывает, что любовь побеждает все. Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своими мыслями в комментариях.